Бермудский треугольник — словосочетание, знакомое, пожалуй, каждому. Но когда разговор заходит о реальных фактах, выясняется, что мало кто способен не то что показать это место на карте, но даже внятно объяснить, чем именно оно известно. Обычно в памяти всплывают лишь расплывчатые истории о пропавших кораблях и самолетах. Сейчас мы разберемся, где правда, где вымысел и почему этот район стал культурным феноменом. Начнем с простого, с географии. Бермудский треугольник — это участок в Саргассовом море, который находится у восточного побережья Соединенных Штатов Америки, чуть севернее Карибского моря. Если взглянуть на карту, можно заметить три основные точки, которые и образуют условные вершины треугольника. Майами — один из крупнейших городов штата Флорида, Сан-Хуан, столица Пуэрто-Рико, Бермудские острова, популярное туристическое направление. Соедините эти точки и получите тот самый загадочный треугольник, о котором столько легенд. Учитывая, что через этот район проходит множество судоходных и авиационных маршрутов, неудивительно, что именно здесь происходило много происшествий. История знакомства человечества с этим районом начинается с эпохи Христофора Колумба. Его первое путешествие к берегам Америки проходило именно через Саргассово море, следовательно, через Бермудский треугольник. На самом деле и второе, и третье плавание Колумба шли по тем же маршрутам, ведь именно так можно было попасть к Кубе, Бермудским островам и побережью Флориды. Что могли написать моряки в своих дневниках, открывая новый путь через неизведанные воды? Разумеется, рассказы о страшных чудовищах, чудесах и опасностях. Так и появились первые легенды о гигантских морских чудовищах, о бурях с 30-метровыми волнами и зловещем море, где гибнут корабли. Моряки всегда любили приукрасить собственные приключения, превращая трудности в героические подвиги. Но если отбросить преувеличение, стоит помнить, маршрут действительно был непростым. В Саргассовом море множество отмелей, здесь часто рождаются циклоны и шторма, а сам район расположен на стыке Карибской и североамериканской тектонических плит, что периодически вызывает подводные толчки. Теперь посмотрим на то, что Колумб и его команда действительно наблюдали. 13 сентября 1492 года Колумб записал, что стрелка компаса указывает не на полярную звезду, а примерно на 6 градусов северо-западнее. Сегодня мы знаем, что это вовсе не ошибка, а наоборот, свидетельство точной работы прибора. Компас ориентируется не на географический, а на магнитный северный полюс, который не совпадает с направлением на звезду. Другое наблюдение Колумба — огромный огненный язык, упавший в море, также не было мистикой. Скорее всего, речь шла о метеоре или фрагменте вулканического выброса, ведь этот регион активен, и в нем нередко происходят такие явления. То есть даже самые странные описания мореплавателей имели вполне логичные объяснения. Все то же самое можно сказать и о более поздних таинственных историях. Например, французское судно «Розали», якобы исчезнувшее в 1840 году, на самом деле упоминается лишь в книге писателя Чарльза Форта 1931 года. Ни один историк не нашел доказательств, что корабль вообще существовал. Еще один пример — бригантина Мария Целеста, часто называемая жертвой Бермудского треугольника. В действительности судно нашли в декабре 1872 года за 1000 километров от предполагаемого треугольника. Экипаж действительно пропал, но сам корабль остался цел. Объяснений этому масса. От страховых махинаций до банального шторма, когда команда покинула судно, думая, что оно тонет, а оно чудом удержалось на плаву. Если же говорить о действительно странных случаях, то самым известным можно назвать исчезновение звена 19. 5 декабря
1945 года 5 бомбардировщиков «Эвенджер» взлетели с побережья Флориды на учебный полет. В 16 часов пилоты сообщили о проблемах с навигацией, а спустя час стало ясно, что они заблудились. В 20 часов командир звена передал, что топливо на исходе и самолеты будут садиться на воду. После этого связь оборвалась, и о судьбе экипажей никто больше ничего не слышал. История начала обрастать домыслами. Один из пилотов незадолго до вылета отказался участвовать в миссии, сославшись на дурное предчувствие. Позднее выяснилось, что во время поисков взорвался и один из спасательных самолетов. Все это создало атмосферу мистики. Однако детальный разбор показывает, причины происшествия были земными. Радиосвязь между пилотами глушилась помехами от кубинских радиостанций, а командир не стал менять частоту, боясь потерять связь с подчиненными. Реконструкция маршрута указывает, что самолеты попросту сбились с курса и израсходовали топливо. В этой версии больше логики, чем мистики. Похожая история произошла с американским транспортом USS «Циклопс», исчезнувшим 4 марта 1918 года вместе с 306 членами экипажа. Корабль пропал в районе Бермудского треугольника, и, конечно, его гибель также обросла слухами. Но если учитывать исторический контекст, шла Первая мировая война, а немецкие подводные лодки потопили тысячи судов Антанты, становится ясно, что «Циклопс» вполне мог стать одной из их жертв. К тому же, незадолго до катастрофы корабль заходил в порт Барбадоса с внеплановой остановкой из-за перегрузки, что само по себе уже рискованный фактор. Отсутствие найденных обломков и тел часто приводят как доказательство проклятия треугольника. Но если учесть, что глубина Саргассово моря достигает 7 километров, все становится ясно. Даже «Титаник», покоящийся на глубине почти вдвое меньшей, человечество не могло найти и изучить толком более 60 лет. А если вспомнить, что в мире до сих пор числятся 3 потерянные атомные бомбы и десятки пропавших подводных лодок, становится очевидно. Океан огромный, и найти что-то на его дне невероятно трудно. В 1975 году исследователь Лоуренс Куше выпустил книгу, в которой подробно проанализировал все задокументированные случаи. Его вывод — процент потерь кораблей и самолетов в пределах Бермудского треугольника не превышает средний показатель для других регионов планеты. В 2013 году Всемирный фонд защиты дикой природы не включил этот район даже в десятку самых опасных мест для судоходства. А в документах береговой охраны Соединенных Штатов Америки Бермудский треугольник вообще значится как зона средней сложности. Однако в этом регионе действительно есть кое-что уникальное. Бермудский треугольник расположен на стыке тектонических плит, где регулярно происходят глубокие землетрясения, иногда с магнитудой выше 7 баллов. Мы их не чувствуем, потому что они происходят на глубине до 500 километров. Ученые пока не до конца понимают природу этих явлений, но прекрасно знают их последствия. Одно из них — инфразвук. Это низкочастотные вибрации, возникающие в недрах Земли. Животные ощущают их задолго до землетрясений, поэтому и начинают вести себя странно. Убегают, паникуют, ищут убежище. Человек не слышит инфразвук, но его диапазон частот близок к альфа-ритмам головного мозга, и он действительно может влиять на состояние человека, вызывать тревогу, дезориентацию и даже иллюзии. Эта гипотеза частично объясняет, почему некоторые пилоты или моряки чувствовали дурное предчувствие или принимали странные решения. Бермудский треугольник — не врата в параллельные миры и не зона проклятия. Это обычный участок планеты, у которого есть своя геология,
своя история и своя доля случайностей. Да, здесь часто бушуют шторма, бывают магнитные аномалии и редкие землетрясения. Но ничего сверхъестественного. Просто совокупность природных факторов, человеческих ошибок и громких легенд, которые за века превратили этот кусочек океана в один из самых известных мифов XX века. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.